Привет, я Саша Капуста, это канал Шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем, как именно настраиваются статичные начертания, инстансы нашего шрифта, чтобы впоследствии у нас не было проблем с экспортом, ну и самое главное, чтобы конечные отдельные начертания были понятно описаны, чтобы у пользователя не было проблем с пониманием, где что есть, так сказать. Экземпляры, они же инстансы в программе FontLab, это своего рода виртуальные слепки состояния вариативности на конкретном месте оси координат, которые мы указывали во вкладке оси. Вот. Что это такое? Это те самые начертания semi-bold, semi-light, я не знаю, там, medium и так далее, вот, которые мы фактически не рисовали, но за счет интерполяции можем их получить. И когда мы экспортируем шрифт, мы вместо двух мастеров крайних можем получить 5-7 начертаний как раз таки за счет того, что у нас размечено. Во-первых, вот здесь, во-вторых, на графике вариативности мы его разберем чуть позже, ну и то, что размечено вот здесь, во вкладке Instance. Без нее у нас с вами ничего, скорее всего, не будет работать. Но, во всяком случае, статичные начертания вы не сможете экспортировать. Вот. А если мы переключимся на вкладку Instance, здесь у нас ничего нету. А почему нет? У нас нет ничего, потому что мы их не добавили. FontLab за нас это не сделает, но он предлагает 3 разных варианта. Мы можем сюда добавить промежуточные статичные значения, названия их и характеристики из вкладки оси. У меня их здесь, как видите, 2 штуки, причем есть сколько тут 9 насыщенностей и еще сколько-то там ширин. Поэтому я перехожу на вкладку Instance, добавляю из осей добавить, и вот он мне добавляет кучу статичных начертаний, но они все одинаковые, потому что по факту у меня только один мастер нарисован. Если я перейду на шрифт Sasker, то в этой же вкладке мы увидим, что у меня их здесь также много, и все они разные, потому что они у меня все нарисованы. Вот, откуда он берет эти значения, и именно названия, вот эти вот все пункты, он берет из того, что мы написали вот здесь. Это мы с вами уже разбирали. Вот, вернемся обратно. Так. На чего это он задумался? Ага, вот, все. Какой еще вариант есть? Мы можем из мастеров. Если я выберу из мастеров, то он мне добавит описание только одного мастера, потому что он у меня один, собственно, существует. И из графика. В графике у меня тоже там неразбериха, потому что мы еще его с вами не оформляли, поэтому он не поймет, что мне сюда добавил. Поэтому я всегда использую значения из осей. Вот. Вот здесь можно настроить все эти значения, но это мы с вами разбирать будем позже. Вот, в моем случае это пока одинаковые все слои. Ну, в общем, основной принцип добавления инстансов мы с вами поняли. Когда мы добавим слой Light, и у нас уже появится полноценная интерполяция, здесь уже будет все гораздо аккуратнее и адекватнее, так сказать, выглядеть. После того, как мы разметили наши инстансы, допустим, я сейчас перейду на шрифт Sasker, где все готово. Вот они у меня все инстансы. Мы можем во вкладке Variation, во вкладке списка интерполяции мастеров и так далее, можем перейти вот сюда. Это у нас инстансы. И здесь мы уже как раз таки можем между ними переключаться. То есть это виртуальные статичные начертания, которые мы можем потом в будущем экспортировать. И даже больше мы здесь можем создавать новые. Насколько это удобно, я не знаю, но в общем, если мы выберем вот это вот значение и добавим вот это, нажмем этот плюсик, он в принципе добавит. Нажму сейчас плюсик здесь и, допустим, где-нибудь здесь. Посмотрим, что у нас изменится. Заходим в FontInfo и мы видим, а здесь мы ничего не видим. Вот, он добавил Extra Light здесь и Semi-Condensed здесь. Если мы обновим список инстансов статичных начертаний из осей, он нам добавит новые вот здесь. Но так как название у них дублируется, он, соответственно, добавляет единицу. Но, в общем, это не самый удобный способ добавления статичных начертаний, поэтому лучше это все править вручную здесь. Поэтому вот это вот я удаляю, нам просто не нужно лишнее. И добавляю, и все, у меня снова их 45.
Это, собственно, то, что нужно. С принципом добавления, я думаю, мы разобрались. Вот, теперь надо разобрать, как правильно их называть, чтобы у нас все аккуратненько выглядело во вкладке Instance. Вы можете называть ваши статичные начертания и, в принципе, в выпадающем меню, когда есть список начертаний, как угодно, но желательно придерживаться адекватных названий, чтобы пользователь понял, как это в итоге все выглядит. Это первое. Второе. Тут есть небольшой принцип написания. Возможно, вы обращали внимание, что в списке начертаний отсутствует зачастую слово regular. Вот. А почему это происходит? Потому что, обычное, оно просто не нужно, потому что это, по сути, название самого шрифта. Это и есть стандартное значение. Это первое. Второе. Это происходит потому, что здесь, в описании инстансов, оно указано в скобочках. И когда мы создаем инстансы вот здесь, он просто игнорирует это слово. То есть, вот, например, вот здесь у меня нету слова regular. Поэтому, если я вот так сделаю и попробую добавить, скорее всего, оно добавится. Да, оно добавилось. А если я, например, вот здесь возьму light скобочки, по какой-то причине мне это нужно, и проверю, да, вот они, лайты все пропали. Вот. Как это заполнять, мы тоже с вами потом разберем, но вот здесь главное понять принцип. То есть, если у нас в названии начертания одно слово, то оно пишется просто слово равно и его координаты на оси. Если слово у нас 2 или 3 или более, их обязательно нужно взять двойные кавычки, иначе оно просто не будет работать. Сейчас попробую семиболт удалить, посмотрим, что произойдет. Он просто берет первое слово, видите? Болт он просто игнорирует, поэтому добавляем сюда кавычки двойные и можем даже вот просто добавить еще пару букв, чтобы прям заметно было. Вот, то есть 3-4 слова, неважно, он все, что в кавычках, будет использовать название. Ну и, соответственно, если мы что-то берем в скобочки, то он просто игнорирует это слово, и в выпадающем меню шрифта в любой программе вы просто не увидите этого слова, а все остальные слова написания начертания вы увидите. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.